Привет! Это канал IT User Help. В этом видео я хочу рассказать об одном приложении, с помощью которого ты сможешь установить пароль в виде графического ключа, либо отпечатка пальца на любое приложение на твоем смартфоне. То есть, как ты знаешь, по умолчанию в Android смартфоне ты можешь установить графический ключ, либо отпечаток пальца, либо числовой пароль только на включение смартфона и на выход из режима ожидания. И после того, как смартфон разблокирован, уже можно будет легко попасть в любое приложение. Но для того, чтобы защитить каждое приложение отдельно, либо, например, твой смартфон вообще не имеет блокировки, то есть ты не хочешь блокировать паролем смартфон, чтобы не вводить каждый раз при выходе из режима ожидания, но у тебя на твоем смартфоне есть пару приложений, которые бы ты хотел, чтобы они были под паролем. Такой вариант как раз мы и рассмотрим в видео. Либо ты можешь, в принципе, использовать и двойную защиту, то есть блокировать смартфон, как обычно это делается, либо графическим ключом, либо отпечатком пальца, либо паролем. И еще плюс дополнительно пароль установить на каждое приложение. Защитить. Итак, не теряя времени, давай приступим. Для этого мы зайдем в Play Market. И в поиске введем английскими символами App, Lock, пробел, Security. Нас интересует вот это приложение. Как видишь, тут много разных приложений. Не все из них работают хорошо, правильно и максимально защищают. Одно из них, есть и другие хорошие, но одно из них, которое проверено, блокировка приложений, отпечатка пальцев, спин-код. Как видишь, очень хорошие отзывы и показатели оценки, и более 5 миллионов скачиваний. Скачиваем, устанавливаем и открываем. Итак, приложение скачалось. Открываем. Нажимаем принять и продолжить. И далее тебе нужно нарисовать шаблон разблокировки. К примеру, нарисуй любой, который ты точно запомнишь. Подтверди, еще раз нарисуй тот же самый. И введи какое-нибудь число. Ваше счастливое число, которое ты тоже запомнишь. И нажимаешь «Договорились». Здесь можешь, в принципе, все пока поснимать. Вообще все, которые тут будут у тебя. Нажимаем Protect. И здесь нужно будет тебе предоставить некоторые разрешения этому приложению. Нажимаешь на эту иконку вот сюда. Далее нужно найти App Lock и включить этот ползунок вправо. Нажимаем «Понял», ищем App Lock и включаем. У тебя еще могут быть некоторые разрешения запросить, в зависимости от смартфона. Если есть отпечаток пальца, то попросит еще 2 разрешения, как мы только что сделали. Их тоже нужно будет подтвердить. И все, после этого, в принципе, настройка закончена. Теперь мы можем добавлять приложения для защиты. Вот, например, Instagram. По умолчанию я могу просто раз и зайти в Instagram, в свой. Зашли без проблем. Чтобы поставить пароль на Instagram, заходим в наше приложение AppLock, Security. И вот здесь вверху нажимаем на плюс. И из всего списка установленных приложений добавляем те приложения, которые хотим защитить паролем. Например,
Instagram и WhatsApp. Я установлю сейчас. И можно заметки. Установили. Идем, выходим назад, видим наши приложения, которые находятся под защитой. И далее, если зайти, например, в Instagram, то сразу требует ввести либо графический ключ ты вводишь, либо если у тебя есть отпечаток пальца в телефоне, то ты можешь просто приложить палец, который у тебя установлен в настройках, и тогда в графический ключ вводить не нужно будет. То есть весьма удобно, быстрее, чем графическим ключом, отпечатком пальца. Если есть, конечно, в телефоне. Если нет отпечатка пальца в телефоне, то графический ключ. И еще приложение мы установили на WhatsApp, графический ключ, то же самое. И если ты, например, вышел из приложения WhatsApp, там позвонил, либо что-нибудь сделал, а потом еще раз зашел, то опять попросит ввести. Также это приложение добавляется в автозапуск, то есть после перезапуска это приложение будет запущено. На этом у меня все. Если видео было полезным, обязательно ставь лайк, подписывайся на канал, оставляй любой комментарий. И совсем круто будет, если нажмешь колокольчик, который находится справа от кнопки подписаться. На этом все. Всем пока.